Здравствуйте, мои дорогие. Смотрим. Так, чашечка отдельно, это отдельно. В общем, будем смотреть. Так, что-то немножко по прошлому. Тут какое-то сердце, на котором сидит страшное какое-то чудовище. Что-то тут по прошлому. Видимо, сердце было как знаете, как сковано. Какая-то тяжесть такая на сердце была. Ну, может быть, по каким-то вопросам, а может быть, действительно, вот как, знаете, любимый человек, и что-то не сложилось, или вообще там как-то странно все получилось. Цифра 7 идет. И эта цифра 7, она... Так, одну секунду, я прошу прощения. Так. Это цифра 7. Она похожа больше как на номер чего-то, номер 7. Как табличка какая-то, 7. Так, что мы здесь еще видим? А теперь смотрите, какая красивая получилась. Вот. Как какая-то граната, и вот этот как-то там, где зажигается она, вот эта граната. Даже взрывчатка, вот как-то так, да? Вот. И эта взрывчатка вот-вот бабахнет. Тут, смотрите, церковь. Возле этого всего кошка за церковью прячется. И какая-то взрывчатка. Здесь это все хочет погасить, ну давайте так, выпустить пар, спустить так, чтобы она не взорвалась, вот какая-то лисичка без хвостика. Что это значит? То есть есть какой-то человек, который хочет убрать какую-то напряженную ситуацию, и вот она пытается достать вот этот, вот эту затычку, которая держит это, чтобы спустить пар с другой стороны, да, чтобы оно не взорвалось. Вот, рискуют буквально очень многим. Вот, в общем, тут какая-то очень напряженная ситуация, где задействована, я не знаю, церковь, какие-то хитрые люди, много сообщений, они вот уговариваются, переписываются между собой. И вот есть какая-то крупная лисичка, очень мудрая, это в хорошем смысле, или как собачка, лисичка, они все как семейство собачьи, да. В общем, какой-то хороший, очень такой хитрый человек в хорошем смысле, как пытается вытянуть эту втулку, чтобы не взорвалось, да, а вот где-то пар вышел другой стороной. Так, я тут вижу, как будто бы паук спрятан где-то в какой-то треугольной емкости. Вот так емкость, да, вот треугольная, и вот там паука посадили. Что это за ерунда? Дали задание какое-то. Ну, это все, это что-то магическое, видимо. Я возьму эту колоду. Ну, вот смотрите, мы-то смотрим по прошлому. Мы смотрим по прошлому. Как-то, может, это отражается на настоящем сейчас. Давайте посмотрим. Что это за паука мне показали? Паука сначала давайте посмотрим, что это такое. Что это? Какая-то женщина, смотрите, королева. Так, а что она? Что? Пентаклевая какая-то. Ну, пентаклевая. Тут явно какая-то ведьма. И еще одна женщина. Что происходит? Что это такое? Что они делают? Смерть. На смерть. Класс. Делали на смерть? Кому? Вам? Они с вами выпивали. Или какая-то женщина, или какие-то женщины с вами пили что-то от чая до... Что-то пили. Или что-то пила. Она с вами что-то пила. При вас что-то пила. Либо вы что-то пили у нее из рук. Тут 4 человека, как-то не на вас одну, а на 4. А кто эта дама вам? Вот давайте вот одну из главных. Она вам кто? Она далеко от вас. Кто она для вас? Кто для вас? Кто для вас? Младшая. Кто для вас? Но в короне. Ну, вот так вот. Видите, она закрывает лицо, не хочет показаться сейчас. Но вы ее знаете как будто бы.
Почему как паук? Это действительно какая-то магическая штука? Подвешенный, пожалуйста. Это вполне могут делать что-то на кладбище. Делали. Делали. Это прошлое. Как на вас это отразилось? Ну, видимо, если в чашечке это отразилось, в блюдце, да, значит, что-то здесь. Так, как на вас это отразилось? Король Пентаклей. Не на вас, а на вашем бизнесе, например. Не на вас, а на вашей работе. Не на вас, а на вашем мужчине, который деньги, да, выдает. То есть что-то такое. Как на вас это отразилось? Ого. Знаете, как на вас это отразилось? Оно-то отразилось. Именно отразилось, да. Задело и отбило назад. А вы, смотрите, карта силы, приобрели силу. Вы как-то больше даже возмужали в том, что хотели вам навредить. Понимаете? Вы это чувствуете сейчас на себе? Дьявол. Вас качать может очень сильно, вы можете сомневаться, потом догадываться, потом точно знать, потом опять догадываться, сомневаться, точно знать, какая-то вот такая фигня. Ну, кто-то, да, кто-то вредил вам. И до сих пор может еще немножко качать, понимаете? Вам нужно как-то с этим справиться? Я вот прям четко вижу, там реально какой-то паучара, император. Нет, стабилизируется ситуация. Не быстро, но она вот идет стабилизация. Смотрите, десяточка. Нет, не нужно. Вам сейчас нужно просто думать больше о себе, о своем благополучии эмоциональном, о том, чтобы, ну вот, если нужно там, допустим, что-то с финансами, то о финансах, да, потому что здесь именно эта карта говорит об этом. А так, может и будет даже человек. Кто этот человек? Который вас утешит в этом. Кто этот человек? Слушайте, такой... По справедливости идущий к вам человек. Очень с огромной скоростью. Какой-то такой яростно двигающийся сквозь пространство. Работа. Скучная работа станет, то есть скучные будни станут веселыми днями. Туда не будем смотреть. Давайте дальше. А вот это, вот мне вот это, что это за взрыв какой-то, что это такое? И какая-то, и кто-то хочет, как этот, чтобы оно не взорвалось. Давайте посмотрим, кто вот именно эта лисичка. Она хорошая или плохая? Вот так, кто эта лисичка? Может, это... Ну, посмотрим, кто эта лисичка. В дружественных с вами энергиях. Очень хороший человек. Человек, который... действительно значимый, и вот как-то, знаете, для того, чтобы увидеть этого человека, то не надо напрягаться, как говорится, его видят все люди. Рассудительный. Дальше не нужно знать. Хорошо, что это за взрывоопасная такая ситуация? А вот. Королева мечей здесь. Что-то задумала. Королева мечей что-то задумала. Взрывоопасная ситуация. А вы тут при чем?
к вам какое отношение эта королева мечей делает? Мгм. Она вообще вас уничтожить хочет. А каким боком помогает вот эта лисичка? Работу делает свою правильно. Я не знаю, кто-то вам помогает. А вы не видите этого человека. Вам кто-то помогает, кто-то убирает какое-то зло с вашего пути. А кто вам это, вот это замечательная особа? Ну, смотрите, идут мужские карты. Тут какой-то не лисичка, а лисенок. Мужские карты. Вы не видите этого человека. Придет время, он вам пишет письмо, и это письмо готово уже. Он напишет вам. Вот так. А что за 7? И много сообщений, что-то люди там затеяли. Это дом какой-то, дом, квартира, здание, машина. В общем, что-то такое закрытое, да, с номером 7. 7, семья. В доме семья. Так, смотрите, я вижу, что на этот дом семья, может, это номер, конечно, ну, в общем, семья, да, смотрит человек. Человек, вот точно, вот это изображение, оно и здесь, вот с такой же большой, с большим головным убором, говорящее, ну, как, о том, что это человек очень умный, очень мудрый, мечтает о семье. Так, что-то здесь такое больше о любви. Тут уже больше о любви. Хорошо, ну, в общем, вот такая история. Так, здесь мужчина держит девочку маленькую на руках. И вот прям так нежно-нежно ему. Он радуется. Ну, девочка с маленькими крылышками, как ангелок маленький. И в таком платье, как рюшки. Ну, что это может быть? Отец встретит дочку. Вот. Либо родится дочка. Может, вы дочка, но уже не маленькая, и вот вы с отцом, он к вам все равно как к маленькой. Так, здесь мы видим корабль какой-то. Смотрите, так вроде похож на корабль, да, похоже. Да. Корабль может говорить, в данном случае он какой-то такой негативный, какой-то путь негативный, который убрали от вас. Плохой путь, который убрали. Вы как в мороке каком-то были, этим путем шли. Вас сняли с этого пути. Морок убрали у вас. Все, конец. Вы теперь видите, ясно видите, что происходит. Так, хорошо. Давайте так. Это было в прошлом. А мы будем смотреть на будущее. А тут вижу какая-то монета еще. Вы воспользовались ею? У вас какой-то шанс шел. А ну-ка. Да. Вы как-то правильно распорядились финансами своими. Угу. Но смотрите, сейчас вам говорят, что в настоящем вы можете неправильно распорядиться остатком или же теми финансами, которые вы куда-то там, допустим, вот применили. Так, хорошо. Ну, это, в общем, будем. Смотри, так, здесь мы видим, первое, что мне очень сильно бросилось в глаза, сердце и петушок, да, большая любовь, которая едет на большущей нет, это не черепаха, это улитка. В общем, кто-то медленно созревает для того, чтобы признаться вам в любви. Напишет сообщение, это будет, скорее всего, утреннее сообщение, потому что здесь петушок. Еще здесь слово «сос», ему нужна помощь.
Этому человеку, ну, почему нужна помощь? Ваша помощь или как? Человек, который вас любит, он будет вас то ли о помощи просить, то ли вам помощь. Но нет, это от него вот как идет сос. Идет сос. Улитка несет этот сос. Сообщение дойдет к вам утром. Улыбающаяся рожица, добрая, улыбающаяся, она похожа на как человек, который смотрит где-то с небес и улыбается. Ну, значит, все хорошо. Мельница, перемелятся проблемы, не будет ничего плохого. Так, я здесь увидела такое животное интересное, оно похоже на корову, на быка и на собаку. Это знак стабильности и такой, знаете, постоянный. Хорошего такого положения в обществе, хорошего финансового положения, достижений различных, урожайности. Так. Здесь много людей, они сидят, совещаются, потом танцуют, рассказывают друг другу что-то, выпивают, очень сильно веселятся. Вот прям компания такая. А вы знаете, что на том конце ждет этих нехороших людей? Это какие-то чужие вам, ну, вернее, люди, которые за вашей спиной что-то обсуждают вас, сидят как у костра, разговаривают, потом очень сильно веселятся, и прям, знаете, какой-то такой дебош. А потом двери, показан портал, и вот в этом портале ждет их дьявол с хвостиком. И за его спиной еще кто-то такой же. Их ловят прямо в этом портале. Дубль картинки из... Это они вам готовили вот этот взрыв. Очень такой продублирована вот эта вот штука. Она здесь. Это они. Угу. Они использовали магию. Череп вот этот козла, да, потом какие-то дьявольские такие штучки. Ну вот он как раз и ждет их возле двери. Ждет, ручки потирает вот так вот. Знак, я скажу сразу, да, вот знак, как типа не получишь, да, вот фак идет, да, как в смайликах наших. Не получат они ничего от вас, вашего ресурса не получат. В общем, какие-то странные нарвались на того, с кем пытались сотрудничать, на дьявола. Тут прям лицо человека, я так скажу, это мужчина с усами, с такими какими-то впалыми глазами. Они кажутся маленькими, но из-за впалости кажутся как два вот круглых таких больших. Нос выделяется, потому что усы такие приличные, не видно даже рта. Вот если у вас такой есть какой-то, ну или показывает, может быть, кто участник этого всего. Мужчина, а там женщины танцуют. Ну вот, пожалуйста. Похож на шабаш. Неожиданно все-таки чашечка тут показала, да? Кому-то магию. Стол на столе. Так. Очень интересное такое. Нет, это не стол, это собака. На собаке стоит какая-то крыса, и там орел. Или крыса, или кот, а там орел. Это очень похоже, когда как что-то хотят достать какие-то люди. Я просто не хочу посмотреть, это негатив или позитив. Не видно вообще, непонятно в каком плане. Есть человек, который стоит за этим всем.
Очень похоже на бременских музыкантов, когда они один на одного взгромоздились. А ну-ка, стоп. Что это за странные образы такие? О чем это? К вам сейчас скажу. К вам пытаются пробраться. Сначала один человек постучится под каким-то чужим именем, потому что здесь так, собака, потом кошка, потом птичка. Вот тут какие-то сообщения, которые идут к вам. Одно, второе, третье. Они пытаются прорвать вашу оборону. За всем этим стоит один человек. Один какой-то главный. Может быть, это он в разных образах делает, как один. Или же один руководит и несколько пишут. Тут идут сообщения. Либо проявления личные, но тогда за этими различными людьми, да, которые к вам подходят, либо пишут, стоит один какой-то человек. Ну или он один тут такой. Это обманщики. Так, что будет с этого всего? Так, смотрите, обманщик. Ну что, он хитрый какой-то обманщик или нет? Он обманывает, но он... Что он от вас хочет? Что он от вас хочет? Так, как он на вас настроен? Маг. Ну, тут манипуляция какая-то все-таки. Здесь очень много скрытых моментов, стрёмных мотивов. И этот человек все-таки проявляется к вам вроде с любовью, вроде как с какими-то... Разрушающая энергия идет, смотрите. Но вот стучится к вам. Он буквально вот уже пробрался в ваше пространство, хочет что-то наделать в вашем пространстве. Например, очень похоже на то, как нажал на какую-то ссылку в письме с предложением, а там тебе бабах и вирус. И не только вирус, тогда могут и деньги забрать. Судьба поменяется, видите? Нет, вы, значит, смотрите внимательно, потому что тут кто-то проявляется под разными именами. Может быть, если это любовная сфера, то какой-то человек начинает вас, пишет с разных аккаунтов, например, да, под разными какими-то именами. Вот. Тоже, в общем, тут обман идет. Обман с целью проманипулировать, смотрите. Если вы поддадитесь, поверите на слово, тут может быть жесткий обман. Человек скрывает свое лицо. Может, это даже женщина. Глаз, который смотрит на вас, просто наблюдает, даже два глаза наблюдает за вами. И антенки от глаза, это передается информация сразу другим лицам. Так, тут прекрасное какое-то начало, о котором трубите или кто-то трубит. О каком-то начале. Прям труба такая, что вот на весь мир слышно. В этом участвуют... Ой, здесь такое прекрасное начало идет. 3 человека в этом начале. 3 лица видно. Тот или та, которая начала, от этого человека идет, это светлые образы, идет, как знаете, хороший импульс, давайте и вы со мной. Они подсоединяются, и вместе вы достигаете чего-то. Вот, тут 3 человека достигают большего. Ну и кто-то, может, рядышком, может, помельче, да. Но вот самые 3 такие крупные фигуры, они правильно все делают. Тут первое классное начало какого-то, может, проекта, что-то, что вы начали, оно будет развиваться. Так, идут работы. Тут как дорожные работы какие-то идут. Так, ну не показано, что вы прям едете по этой дороге. Тут может быть просто в дороге какая-то работа подвернется. Придется поработать. Ну тут больше как придется поработать, а не вы так хотели работу.
увеличительное стекло. Но кто-то за вами точно наблюдает. Прям рассматривает, пытается узнать, кто вы такое, что вы такое, кто вы такая и кто вы такой, да. Так, сообщение радостное ждите. Одно, а потом за ним еще другое какое-то сообщение. Интересное сообщение, давайте посмотрим. Будем так изредка хотя бы что-то картами. Что это за сообщение? Видите, оно уже летит к вам. Сообщение. Ну тут вроде как радостное сообщение. Так. Ждите какое-то радостное сообщение. Это от вас как-то зависит? Ваша рука тут есть? Есть. Ну, вы постарались, теперь сообщение получили о чем-то радостном. Причем вы одна тут справлялись. Вопреки всему происходящему негативному вот в этой ситуации, вы как-то справились с чем-то, что теперь получаете положительный ответ, положительный результат. Сначала один, потом второй. Почему говорю вопреки? Тут кто-то мешал вам. Да, какие-то люди вам просто очень мешали. И причем так из-под тишка как-то. Но король кубков. Что тут король кубков делает? Который медленно... Это мне сердечко показывает, которое идет на улитке. Будет проявляться. Да, вы что? Какой-то король кубков будет проявляться. Сердце идет на улитке. Очень медленно, медленно. Улитка еще такая с короной. Вообще. Да, ну вот, пожалуйста. Вы его знаете как? Вы его, наверное, знаете, этого мужчину. Медленно настолько идет, но проявляться будет. Тут сердце идет к вам. Этого человека тоже. Нет, и я думаю, что тут не каждая встретит этого человека с распростертыми объятиями. Так, хорошо. Я думаю, что это все. Немножко мистически получилось. И чашечка и карты. А мы давайте посмотрим какие-то рекомендации от высших сил, советы. Советы. Так. Первый совет. Как что-то написать надо в какой-то дом, чтобы... Что это? Написать по поводу дома, либо в какой-то дом написать. Вот что-то написать. И закрыть. Написать, чтобы закрыть. Что закрыть? Может, дом кто-то забыл закрыть? Или же закрыть. Ну, что-то закрыть. Договор закрыть. Что там еще закрыть? Тему закрыть. Совет вам. Итак, на пороге какой-то новый человек войти боится, огрызается. И что вам с ним делать? Проявите инициативу, как только он проявится. Тут какой-то расчет, ум, холодный, здравый рассудок, да, который поможет вам вот как-то в этой ситуации правильно поступить. И это действительно приведет к цели, да, к правильному решению. Ну, в общем, вот такая тут у нас ситуация, мои дорогие. Побольше вам легкости, спокойствия такого, да, удачи, и все будет хорошо. Эта карта как раз говорит о празднике и легкости. Пускай каждый день для вас будет праздник. Вот, а такой мистический, немножко темный расклад получился, но в любом случае очень интересный. Я думаю, что вы получили свои ответы. Вот, кто увидел свои образы, тоже это прекрасно, потому что с моего ракурса, может, не все видно, и тем более, когда чуть-чуть выше находишься, виднее лучше, да, когда вот так сидишь, что можете что-то не заметить. Это ваши образы, и то, что увидели, вы можете увидеть и интерпретировать действительно для себя. Почему нет?
Пишите об этом, пишите в комментариях, буду рада почитать. Благодарю вас за все, за ваше присутствие, за ваши лайки, за добрые слова, которые вы мне пишите, и за финансовую поддержку, мои дорогие. Все мои реквизиты только под этим видео, прошу вас, потому что ну, там многое, что не работает сейчас, и только вот актуальная информация всегда под видео, все мои контакты и все остальное. Жду вас на следующих видео. Пускай вам Вселенная в разы больше дает подарков, чем вы приносите сюда. Всего доброго. Пока-пока.